Часто, когда прилетаешь на тест-драйв, ты с ужасом думаешь о том, а что же тебе рассказывать про новый автомобиль, там изменений практически никаких, ну несколько деталей, декоративных. Сейчас перед собой вы видите новый Kia Sportage, и я уверен, что большинство владельцев текущей модели не ожидали такого сюрприза. Это абсолютно другой автомобиль. Он выглядит авангардно, он выглядит свежо, он выглядит дорого, при этом, небольшой спойлер, я думаю, что в цене изменится не очень. Передняя часть автомобиля – это отдельная история, не в последнюю очередь из-за вот этой новой LED-оптики, из-за этих бумерангов и решетки радиатора. Решетка радиатора несколько перекликается с Hyundai Tucson, можно найти какое-то сходство, но в целом вот эта вот передняя часть делает автомобиль весьма авангардным, о чем я уже говорил. Есть ли у меня замечания? Да, друзья, есть. Когда эти автомобили приезжают в Украину, то, скорее всего, вот там внутрь ставится сеточка, потому что не настолько чистые и безопасные украинские дороги для того, чтобы оставлять такие дыры и для того, чтобы рисковать своим новеньким радиатором. В салоне Kia тоже есть о чем рассказать. Первое, что вам бросится в глаза, это то ли огромный щиток приборов, то ли огромная мультимедийная система, хотя на самом деле просто два больших монитора соединены в одну систему. Насколько я понимаю, размер каждого из мониторов 12,3 дюйма. Это все соединено очень качественно, я не вижу никаких швов, при этом эти мониторы, они изогнуты. То есть есть ощущение того, что у нас есть небольшой эллипс, а не просто, как в Мерседесе, два монитора, которые установлены горизонтально. У Kia всегда была хорошая компьютерная графика, точно лучше, чем у японцев, очень близко к стандартам Audi, например, но понятное дело, что чуть попроще. Кроме вот этих двух огромных, великолепных цветных мониторов с тачскрином, на центральной консоли чуть ниже вы увидите блок управления климат-контролем. В нашей гибридной версии климат-контроль трехзонный. Это означает, что для задних пассажиров тоже предусмотрены регулировки. Вот этот вот блок управления климат-контролем — это одна сплошная сенсорная кнопка, но при этом корейцы предусмотрели, что главные регулировки все-таки будут вынесены как манипуляторы, для того, чтобы ты мог легко отдозировать настройку, какая температура тебе нужна, либо же ты мог, например, мгновенно выключить звук мультимедийной системы. Это абсолютно разумно и правильно. Еще одно грамотное, разумное, как по мне, решение — это обычные несенсорные кнопки, которые вы можете найти на мультифункциональном руле. По большому счету, вот это все один сплошной монитор, и вы сейчас поймете, почему это выгодно для водителя и как это делает салон более лаконичным и уменьшает количество кнопок. Включаем, и у нас климат-контроль. Нажимаем вторую кнопку, и мы получаем управление нашей мультимедийной системой. Удобно, красиво, лаконично. Но это только начало рассказа о дизайнерских и инженерных решениях внутри авто. Посмотрите на воздуховоды, это дизайнерские решения. Посмотрите также на центральную консоль, которая разделяет водителя и пассажира. Это еще один блок управления автомобилем. У нас исчезла классическая ручка переключения передач, у нас появилась шайба. Эта шайба мне напоминает решение в автомобилях марки Jaguar, только здесь, когда ты заводишь автомобиль, шайба не выезжает из центральной консоли, вы сразу можете положить на нее руку, почувствовать, что это еще один манипулятор, и можете включить коробку передач. Нейтраль, драйв и задняя передача. Паркинг, кнопка сверху. Чуть дальше еще один манипулятор, это режимы переключения езды. У нас есть спорт, эко, и также у нас есть режимы езды для бездорожья. Это снег, что очень нам сегодня пригодится, это песок и это грязь. Почему у нас появились такие режимы? Ну, во-первых, у нас есть система полного привода, а во-вторых, у нас здесь установлены электрорегулируемые амортизаторы, но об этом чуть позднее, потому что мы пока говорим о дизайне и эргономике салона. Рядом с шайбой переключения коробки передач вы также можете обнаружить теплые опции.
У нас есть подогрев сидений, у нас есть вентиляция сидений и у нас есть подогрев руля. Хотя, конечно же, для марки Kia подогрев руля — это визитная карточка. Они скоро в своих моделях уже даже на самокатах будут устанавливать подогрев руля. К стыду японцев, они совсем недавно начали внедрять эту опцию и долгое время рассказывали нам о том, что, ну, вы знаете, ну, подогрев руля — это же настолько премиально, что мы не готовы вам в наших кроссоверах это вот так вот добровольно предлагать. Купите Lexus, будет подогрев руля. Компания Kia не такая жадная, поэтому даже в Picanto вы гарантированно получаете этот самый подогрев руля. Если подогрев задних сидений, да, тоже есть. На примере наших тестов вы хорошо видите, как часто меняются лидеры в классе, как меняются лидеры в мировом автопроме и как та или иная технология делает настоящий прорыв на рынке. Точно такая же ситуация сегодня происходит на рынке продажи автомобилей. Мы все знаем главных лидеров, но в то же время появляются новые интересные проекты, а иногда хорошо известные проекты, которые предлагают новые продукты. Таким продуктом является OLX Auto. Здесь очень много автомобилей нетривиальных. Если у конкурентов это настоящая свалка перекупов, то здесь я вижу, что продаются автомобили от хозяев. Я лично для себя разыскивал Honda Prelude 1988 года. На других сайтах одно предложение, полтора предложения, а здесь я нашел сразу 5 предложений по интересующему меня авто. Так что на OLX Auto на сегодня гораздо меньше коммерции и гораздо лучше предложения. Попробуйте, и вы поймете, что я абсолютно не преувеличиваю. Кстати, ссылка на OLX Auto находится в описании под видео. С учетом комплектации меня абсолютно не удивляет, что у нас есть кнопка старт-стоп, что у нас большая индукционная зарядка, то есть не только телефоны маломерки вы можете здесь установить, вот такой вот Samsung тоже абсолютно спокойно ложится на эту индукционную зарядку и заряжается. Кроме нее есть разъем Type-C и есть обычный USB разъем. Потолок у нас черный, есть выштамповка для головы, поэтому даже водитель высокого роста легко здесь помещается. Подсветка, ну, похоже, диодная, хотя вот тут такой теплый свет, может быть, это и не диоды, хотя нет. Думаю, что в 2021 году, который через пару недель перетечет в 2022, разговоров о каких-то подсветок недиодных внутри автомобилей уже не будет, даже в китайских. Вернее, в китайских в первую очередь, в корейских во вторую. Есть ли вещи, которые уже вот так вот со старта меня раздражают в Kia Sportage? Разумеется, первая претензия — это глянцевое покрытие на центральной консоли. Это выглядит очень красиво, это точно помогает продавать автомобили в автосалоне, но когда вы будете эксплуатировать свой автомобиль, помните о том, что вам нужны будут сразу 2 салфетки, одна влажная, вторая фланелевая, для того, чтобы все это протирать. Отпечатки будут. Вопрос номер 2. У нас очень красивая шайба переключения коробки передач. Обязательно сегодня попробую вам отснять, как выглядит салон ночью, какие здесь используются подсветки. Но я сейчас не о подсветках, я сейчас о том, что коробкой мы можем включить режим драйв, можем включить нейтраль, можем заднюю передачу и даже паркинг, но при этом электрический ручник не находится на этой центральной консоли, хотя очевидно, что место есть. Электрический ручник находится с левой стороны на торпедо. Я не вижу здесь логики. Мне нужно искать, где находится эта кнопка. Да, конечно, когда вы приобретете автомобиль, вы будете знать ваш родной Kia, вот там вот электрический ручник. Но однозначно логичней, чтобы он находился там, где находятся органы управления переключения коробки передач. Это разумно и это логично. Я бы искал здесь. И еще одно небольшое наблюдение, это не претензия, потому что люди очень любят высокую посадку. Клиенты часто покупают кроссовер из-за того, что они высоко сидят. Эту высокую посадку вы получаете в Kia Sportage. Но для меня очень важна разница. В
ты сидишь в автомобиле или ты сидишь на автомобиле. Я думаю, что водители, которые имеют определенный опыт езды, меня понимают. Так вот, я когда сажусь в Sportage, у меня такое впечатление, что я сажусь на лошадку. Я в седле, я на автомобиле, я не внутри авто. Он не пытается меня облегать как кокпит спортивного автомобиля. Я не управляю им изнутри. Нет, я наездник. Но при этом, еще раз повторюсь, в этом нету ничего плохого. Такова специфика, такова манера и такова философия построения автомобиля, как у Kia, так и у Hyundai. Потому что как только я сел в Sportage, я сразу подумал, ага, где-то совсем недавно я уже так сидел. И, конечно же, я вспомнил Tucson. Второй раз я вспомнил про Tucson, когда включил вот так вот поворотник и увидел, что у нас есть камеры, которые вам дублируют слепые зоны. Это очень удобная история. И даже сейчас в снег вот эти вот камеры выглядят мега полезными, мега информативными, ну и безусловно очень и очень современно. Это отличает автомобили марки Kia от всех остальных. Мне в голову приходит только одно решение от Honda, когда ты включаешь поворотник вправо, и у тебя загорается вот здесь монитор, и ты видишь информацию с камеры, которая установлена на правое зеркало. Но здесь камеры установлены на оба зеркала и работают очень хорошо и очень качественно. Наш тест-драйв проходит сразу в двух локациях. Первая начиналась в Мюнхене, в Германии, а заканчивается все за полярным кругом, где мы тестируем наши автомобили в самых жестоких условиях. И прямо сейчас я вам вру, потому что это все та же околица Мюнхена, просто началась календарная киевская зима. И да, уважаемые организаторы, именно поэтому вот там бегает Павел Кощук, а я хотел бы вам напомнить, почему зимой тест-драйвы проходят в Испании и в Португалии. Мэри Поппинс, можно заходить в кадр. Просим. Кстати, Павел обещал, что они как начнут снимать, мы их увидим только в 7 вечера. Они на кофе-пое, там, где выдают бутерброды, приехали раньше нас на час, да? Красавцы. Опыт. Kia пятого поколения стал стремительным. Kia пятого поколения выглядит автомобилем спортивным и агрессивным. При этом он стал больше. Шире на сантиметр, длиннее сразу на 3 сантиметра, выше на сантиметр. Разработчики утверждают, что места в салоне тоже стало больше как для рук, так и для головы и для плечей. Второй ряд сидений. У нас концертная посадка. Это означает, что я сижу чуть выше переднего пассажира и водителя. У меня есть подлокотник, у меня есть подогрев сидений, при этом подогрев регулируется. Есть два режима. Также в комплектации GT Line у нас предоставляется трехзонный климат-контроль. И вот они, регулировочки моего климата, которые помогают мне жить на втором ряду сидений комфортно. Обратите внимание, что здесь у нас есть специальные крючочки для вещей. И вот сбоку на сиденье у нас даже есть Type-C. Весьма интересное расположение вот этих самых разъемов, потому что так, безусловно, гораздо удобнее, чем тянуться вниз и разыскивать эти самые разъемы. Уже не говоря о том, что вот там внизу они забьются грязью и пылью гораздо раньше, чем вот здесь. Безусловно, когда вы сейчас смотрите на меня, вам хочется задать вопрос: послушай, Руль, ты вот так вот складно звонишь, а почему ты головой практически упираешься в потолок? Да, это интересный вопрос, но ответ кроется, как ни удивительно, в спинках задних сидений, потому что эти самые спинки мы можем регулировать. Сейчас слишком вертикальное положение, мне бы было неудобно так передвигаться на автомобиле, но, слава богу, в компании Kia об этом подумали. И вот эти самые сиденья, почему-то инстинктивно потянулся вверх, не знаю. Надо вспомнить, какой я тестировал автомобиль последний раз. Собираем подлокотник, нажимаем на специальный рычаг. И вот сейчас я уже сижу в автомобиле так, как будто это бизнес-класс. И подлокотник, кстати, обратите внимание, сейчас сразу установился на правильной высоте. Удобно, несмотря на то, что у нас сзади
жесткий пластик у водительского и пассажирского сидения. Мои колени не упираются в этот пластик и никаких производственных травм не происходит. Еще обратите внимание на вот эти вот дизайнерские ручки. Удобно и на самом деле интересно сделано, не тривиально. Ну и конечно, я не пройду мимо вот этих вот подголовников. Они не просто хорошо выглядят, они реально функциональны. Они не просто защищают вашу шею, они также помогают вам нормально и комфортно жить. Вот, берем курточку и вот так вот ее мы можем повесить. И таким образом вам больше не нужно покупать в каком-нибудь автомагазине вот эти ужасные рагульные стальные какие-то крючки, тремпеля и плечики, об которые вы разобьете себе голову во время ДТП. Кстати, компания Kia — это безопасный автомобиль, который из года в год улучшает все системы безопасности. Одна из них — средняя подушка безопасности для задних пассажиров. В случае ДТП вот здесь вот эта подушка выстрелит, и вы не ударитесь голова о голову. Вы спасете себе жизнь и остатки мозгов. Ну а теперь багажник. Полочка, это понятно. Автомобиль стал больше, об этом вы тоже уже знаете. Багажник предыдущего 4-го поколения Kia Sportage составлял 503 литра. Сейчас 591. Это означает, что багажное отделение выросло на 88 литров. Если разложить спинки задних сидений, это делается простым нажатием вот этих рычагов, то мы получаем 1780 литров. У нас вот эта вот классная полочка, что с ней делать? Очень часто мы задаем себе вопрос, потому что она мешает загрузить что-то габаритное, потом тебе нужно бегать, куда-то прятать это все в салоне. Но в данном случае корейцы об этом позаботились, видимо, поступали письма от разъяренных пользователей. Итак, снимаем полочку, аккуратная, симпатичная, и поднимаем фальшпол. Здесь под фальшполом должна быть еще, наверное, запаска, но ее не будет, потому что мы же находимся в Европе, поэтому у нас есть обалденная шумоизоляция. И сейчас товарищ оператор покажет, вот если убрать обалденную шумоизоляцию, там есть место, куда можно прикрутить как минимум докатку. Понятно, что в Европе это просто ремкомплект. Сейчас я постараюсь это корыто сложить обратно для того, чтобы проверить нашу теорию. Полочка устанавливается в свое штатное место. Обратите внимание, насколько хорошо сделана шумоизоляция полки. Ничего не должно тарахтеть и должно быть минимум шума оттуда, из-под земли. И не забывайте о том, что эта самая полочка выдерживает максимум 60 килограмм. Внимание к деталям, это когда на края пластиковой полочки вы наклеиваете ткань для того, чтобы одним пластиком не раздолбать другой пластик в своем родном багажном отделении. В этот раз я точно не забуду вам рассказать о шумоизоляции Kia Sportage по одной простой причине. Корейцы крепко поработали над этой дисциплиной. У нас прям бронебойное стекло. К тому же улучшилась аэродинамика автомобиля. Показатель 0.31. Это лучший показатель, чем у Toyota RAV4 и не хуже, чем у Honda CR-V. При этом, если говорить о вибрациях, то Kia абсолютно авторитетно заявляет, что вот они все померили и вибрации у них меньше, чем у Volkswagen Tiguan. Что по ощущениям? По ощущениям действительно в автомобиле тихо. Нету шума от мотора, нету шума от пола, нету шума ни от передних, ни от задних арок. При этом я не вижу здесь сдвоенных стекол, но эти самые стекла не шумят и ты не слышишь ветер. В общем, если раньше к Kia Sportage были вопросы, автомобиль был шумноват, то теперь этих самых вопросов абсолютно нет. Наш гибрид работает по классической схеме. У нас есть электромотор, у нас есть двигатель внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания работает как генератор, он подзаряжает нашу батарею. Наша батарея питает электромотор.
Дальше есть специальный контроллер, который управляет моторами, управляет тягой. И также у нас есть система полного привода и шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Полный привод классический, подключаемые. Если колеса начинают проскальзывать, срабатывает вискомуфта, и все начинает работать по специальным алгоритмам. Ничего нового, хорошо проверенная, понятная схема гибридного автомобиля. В этом гибриде установлена маленькая батарейка 1,43 киловатт-часа, и это означает, что проехать на чистой электротяге не получится очень много, вернее совсем немного. Если будет километр, уже зашибись. Но, естественно, вот эта гибридная система в первую очередь разработана не для того, чтобы вы экономили топливо глобально, а для того, чтобы в первую очередь сократить выбросы в атмосферу. Но экономия тоже будет. И на разгонную динамику этот гибрид тоже повлияет, потому что у нас здесь электромотор имеет мощность 60 лошадиных сил, суммарная мощность 230, 350 крутящего момента и разгон до сотни 8,3 на полном приводе. На переднем приводе получится быстрее, 8 секунд. Насколько это правда, мы проверили. Driftbox показал, что на полном приводе с оператором на борту машина разгоняется за 8,6 секунд. Так что похоже, что 8,3 это чистая незамутненная правда. Ну, 8,6. Разумеется, в плагин гибриде батарея больше, и там машина будет проезжать как минимум 45-50 километров, но плагин гибрид для наших широт это достаточно отдаленное будущее. Я думаю, что не ранее конца 2022, начала 2023 года. Расход топлива. В технической документации компания Kia очень лаконично указывает эти данные: 6,2 литра в смешанном цикле. Да, действительно, это возможно. У меня даже получилось 5,7 литров на 100 км в час. Но когда мы выехали на автобан, также получилось сразу 10,5. Что еще раз говорит о том, что все зависит не только от мотора, системы привода, гибрида, не гибрида, а в первую очередь от манеры вашей езды. Тише едешь, меньше тратишь. Напомню, что топливным партнером нашего проекта является сеть столичных АЗС КЛО. Используйте приложение компании, там вы получаете скидки, там вы получаете доступ к расширенным сервисам. Если вы будете их использовать, то ваша жизнь станет качественнее и современнее. К сожалению, на ивенте не так много корейских инженеров, я их понимаю, они заняты игрой в кальмара, но мы занимаемся не менее увлекательными вещами. Вот прямо сейчас я разбирался, как дистанционно завести наш Kia для того, чтобы показать, как он умеет парковаться. А теперь то, за что я люблю на сегодня корейские автомобили. Возможно, вы не так часто будете этим пользоваться, но достаточно несколько раз пропонтоваться перед соседями или знакомой девушкой, чтобы достигнуть искомого результата. Тобой начинают интересоваться, тобой начинают гордиться, тебе начинают завидовать. Лариска, вперед! Это же Апокалипсис Нау. Стоять! Лариска, место! Ну как этим не восхищаться? Разумеется, рано или поздно найдутся две водителя, которые попытаются одновременно выпарковаться на этих автомобилях, а третий, а я водитель, будет двигаться на чем-то без автономного вождения.
и будет очень интересно, потому что есть некоторая юридическая коллизия. А когда два автомобиля, которые автономно выпарковываются, врезаются друг в друга, то кто виноват? Правильно, виноваты вы, потому что вы управляли этим автомобилем дистанционно. Все равно вы, все равно через брелок. Будьте внимательны. Но технология работает. Я уже говорил, что в автомобиле установлены электрорегулируемые амортизаторы. У нас здесь также установлен мощный компьютерный блок, который просчитывает, какая у нас ситуация на дороге, и в зависимости от этого делает амортизаторы жестче или наоборот помягче. Из-за этого я абсолютно не могу понять, у нас сзади балка или многорычажная подвеска. Конечно, когда мы говорим о системе полного привода, то речь, скорее всего, идет о многорычажной подвеске. У европейцев были нарекания на управляемость Kia Sportage. В Украине нареканий не было, потому что каждый раз, когда кто-то начинал рассказ по поводу того, что что-то не нравится в Kia Sportage, в дилерском центре поднимался такой, знаете, плакатик, на котором было написано 18 тысяч евро за классный дизайнерский кроссовер с хорошим мотором и автоматической или роботизированной коробкой. О какой управляемости ты еще здесь спрашиваешь? Иди вон в очередь в конце стань, и тогда, может быть, мы тебе когда-нибудь этот Kia Sportage продадим. Ферштейн? Ферштейн. Но европейский рынок очень уважают корейцы. Европейский рынок для Kia очень важен. Поэтому в новом поколении все хвосты подобраны. Я сейчас катаюсь на Sportage, и на этом автомобиле действительно можно ездить быстро и действительно получать удовольствие от езды. При этом подвеска, ну понятно, на немецких автобанах выглядит очень комфортной, и у меня нет никаких нареканий к энергоемкости. Возможно, в Украине что-то поменяется, но также не будем забывать, что GT-Line в Европе это 18-19 диски. У нас, возможно, все будет чуть попроще. Может быть, все начнется с 16-17, а будет заканчиваться 18-ми. А для специальных людей, конечно, возможно, оставят и 19 диски сразу. Потому что, знаете, энергоемкость энергоемкостью, а красиво – это красиво. Sportage пятого поколения буквально нафарширован различными системами безопасности. Здесь очень много электроники, а значит полупроводников. И это очень плавно подводит нас к теме, а что же на самом деле мы получим на украинском рынке и когда это случится. Мой прогноз. Kia Sportage появится в Украине в первом квартале 2022 года. Конечно, это конец первого квартала, февраль-март. Какие комплектации, какие моторы и какие версии мы получим? Если для европейского и мирового рынка мы получаем бензиновые моторы, дизельные моторы, mild hybrid моторы, гибридные моторы и плагины, то для Украины на первых порах будет доступен один безальтернативный мотор Smart Stream 2 литра. Он хорошо известен, он хорошо себе зарекомендовал. Вместе с ним будет работать шестиступенчатая автоматическая коробка. Привод будет передним. Что касается заказов, когда мы получим гибриды, когда мы получим плагины, пока большой вопрос. Еще одна небольшая новость для жителей стран на околицах Киевской Руси. Для вас компания Kia, вернее ваши представительства, для себя выбрали абсолютно другую версию, потому что на сегодня есть два варианта пятого поколения Sportage. Укороченная версия для Европы и удлиненная версия для таких стран, как Америка, или стран, в которых огромные расстояния, а люди очень любят много места. Так вот, вы получите удлиненную версию, и пока непонятно, с какими моторами и в каких комплектациях. По ценам тоже большой вопрос. Для Украины этот вопрос на сегодня более-менее прояснен. Импортер бьет себя коленом в грудь и торжественно обещает, что если текущее поколение Sportage стоит от 18 до 24 тысяч евро, то новое поколение не будет стоить в 2 раза дороже. Не нужно путешествовать по европейским сайтам и терять сознание, когда вы видите цену в 30, 35, 40 и 45 тысяч евро.
Когда мы говорим о понятных комплектациях для Украины, когда мы знаем понятную комплектацию для украинского рынка, то цена тоже более-менее понятна. Машина, как по мне, стала лучше в 2 раза, а цена поднимется максимум на 5-10%. То есть, если было 18-24, то будет 20-26. Такой мой прогноз, но он базируется не на слухах и не на домыслах, если вы понимаете то, что я хочу вам сказать. Вы смотрели программу «Две лошадиные силы». С вами был Рауль и 5-е поколение Kia Sportage. Автомобиль реально удивил, автомобиль реально порадовал. И очень хорошо, что этот автомобиль стал в 2 раза лучше, но не в 2 раза дороже. На этом все. Встретимся на следующей неделе. А вот это у нас Kia Sportage вечером. Мы очень редко снимаем ночью, и это очень неправильно, потому что дизайнеры тщательно работают над тем, чтобы сделать супер подсветки, чтобы показать вам, как все здесь будет круто, когда вы будете ехать на автомобиле вечером. А вот камера заднего вида. Ваш любимый Kia Sportage и 360 градусов.